Предлагаю вашему вниманию простой способ вязания носков на двух спицах. Беру для работы светлую носочную нить метражом 420 метров в 100 граммах. Вязать буду в две нити. Набираю на спицы 2,5 27 петель. Надо набрать нечетное количество петель. Первую кромочную снимаю. Одна лицевая, одна изнаночная петля. Так вяжу весь ряд и все ряды узора резинка. Лицевые петли вяжу за заднюю стенку. Связала 34 ряда манжеты носков. У меня это 10 сантиметров. Отмечаю маркером с двух сторон последний ряд узора резинки. После того, как я связала резинку, буду вязать еще 3 сантиметра, но буду вязать рисовой вязкой. Рисовая вязка вяжется так. Над изнаночной петлей вяжу лицевую, над лицевой петлей вяжу изнаночную. И так весь ряд. Вязание повернула. Где лицевая петля, вяжу изнаночную. Где изнаночная петля, вяжу лицевую. Все последующие ряды вяжутся точно так же. Вяжу 3 сантиметра. Пятку буду вязать фиолетовой нитью лицевой гладью. Высота пятки в среднем составляет 1/4 часть длины стопы. Стопа у меня 24 сантиметра. 24 поделю на 4 будет 6 сантиметров. Первый ряд. Первую петлю вяжу лицевой. Не снимаю, потому что ввожу в работу фиолетовую нить. Потом все лицевые петли. Второй ряд. Все петли изнаночные.
Следующий ряд опять лицевые петли. Прямую часть пятки вяжу чулочной вязкой. Лицевая сторона лицевые петли, изнаночная сторона изнаночные петли. Провязала 24 ряда. Это 6 сантиметров. В 25 ряду начинаю вязать чашечку пятки. 27 петель разделю на 3. На первой части 9 петель, на средней 9 петель и на третьей также 9 петель. На всех 3 частях пятки одинаковое количество петель. Начинаю убавлять петли. Вяжу первые 9 петель. Потом вяжу 8 петель второй средней части. А 9 петлю середины провязываю лицевой петлей за заднюю стенку вместе с первой петлей третьей боковой части. Работу поворачиваю на изнаночную сторону. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу 8 петель середины. А 9 петлю вяжу изнаночной вместе с боковой петлей первой части. Работу повернула. Продолжаю вязать так и дальше. Вяжу только среднюю часть, а с боковых убираю все петли в середину. Таким образом, вяжу до тех пор, пока не останется только 9 средних петель. Боковые петли должны быть убраны. На спице должно остаться только 9 средних петель. Подъем петель на стенках пятки. Поднимаю из кромочных крючком петли. Поднимаю с лицевой стороны, захватывая 2 полупетли. Маркером отметила начало поднятия петель. Делать это не обязательно, но я делаю, мне так легче вязать. Подняла я на одной стороне 13 петель. Вяжу первый ряд. Первую петлю снимаю. Вначале провязываю лицевыми петлями 13 поднятых петель.
Потом вяжу 9 петель пятки. Весь ряд лицевые петли. Довязала до второй стороны пятки. Повесила маркер. Поднимаю крючком 13 петель, так как поднимала раньше. У меня на спице с одной стороны 13 петель, 9 пяточных петель, с другой стороны тоже 13 петель. Итого в работе 35 петель. Работу поворачиваю. Первую петлю снимаю. Вяжу второй изнаночный ряд изнаночными петлями до конца ряда. Приступаю к вязанию клиноподъема. У меня 35 петель. Надо убрать 8 петель по 4 петли с каждой стороны. Первую петлю снимаю. Далее вяжу 3 лицевые петли. Потом начинаю вязать рисовой вязкой. Одна лицевая, одна изнаночная. Не довязывая 4 петли до конца ряда. В конце ряда одна лицевая. 2 петли вместе за заднюю стенку. Одна кромочная, изнаночная. Необходимо, чтобы на спице осталось 27 петель. Первоначальный набор. Четвертый изнаночный ряд. Первую петлю снимаю, потом 2 изнаночные петли. Рисовой вязкой вяжу все время 27 петель, которые набирала в начале. Над лицевой петлей изнаночная петля, над изнаночной петлей лицевая петля. Этот узор еще называют путанкой. Осталось 4 петли. Одну петлю вяжу изнаночной петлей, потом 2 петли вместе изнаночной. Работу поворачиваю на лицевой ряд.
5 ряд. Для клиноподъема у меня осталось 3 петли. Первую петлю снимаю, 2 лицевые петли. 27 петель рисовой вязкой. Дошла до второго клиноподъема. 2 петли вместе лицевой петлей. Одна кромочная, изнаночная. Поворачиваю на изнаночный ряд. Первую петлю снимаю. Одна изнаночная петля. Далее вяжу рисовой вязкой, не довязывая до конца ряда 3 петли. В конце ряда не довязано 3 петли. 2 петли вместе изнаночной. Последняя петля краевая. Таким образом, убираю по одной петле с каждой стороны на клине подъема, пока не будет 27 петель. Последние 2 петли провязываю вместе изнаночной петлей. Работу поворачиваю на изнаночную сторону. Также вяжу рисовой вязкой, не довязывая до конца ряда 2 петли. Потом вяжу 2 вместе, предпоследнюю и последнюю петлю клиноподъема. Осталась одна петля на клине подъема. Лицевой ряд. Снимаю эту петлю. Дальше вяжу рисовой вязкой 26 петель. Последнюю 27-ю петлю провязываю вместе изнаночной петлей с оставшейся одной петлей с клина подъема. Первую кромочную снимаю. Дальше 25 петель. С серединки вяжу рисовой вязкой. Потом вяжу 2 вместе, предпоследнюю и последнюю петлю клиноподъема изнаночной петлей. Все петли клиноподъема я убрала. Осталось у меня первоначальное количество петель. Вяжу среднюю нижнюю часть носка до мыска. Когда вяжу, то меряю. Надо вязать до конца мизинца. Можно определить расчетным способом. Мысок равен приблизительно длине чашечки. Вычитываем из длины ступни, это 24 сантиметра, длину мыска и длину чашечки, 10 сантиметров. По этому расчету получается средняя часть от конца чашечки равна 14 сантиметров. У меня это 44 ряда. От начала загиба пятки до мыска провязала 19 сантиметров. Приступаю к вязанию мыска. Вязать мысок буду чулочной гладью, фиолетовой нитью.
Убавляю петли так же, как на клине подъема стопы. Первый ряд. Первую петлю снимаю. Далее 23 лицевые петли. Не довязываю 3 петли до конца ряда. 2 петли вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Кромочная и изнаночная. Вязание повернула на изнаночную сторону. Второй изнаночный ряд мыска. Первую петлю снимаю. Вяжу изнаночными петлями, не довязывая 3 петли. Две петли вместе изнаночной петлей. Кромочная изнаночная петля. Провязываю по 2 петли вместе перед кромочными в конце каждого ряда. Таким образом, продолжаю убавлять петли с двух сторон, пока на спице не будет 9 петель. Осталось 9 петель. Теперь буду прибавлять петли, поднимая их из кромочных. Первую петлю снимаю. Дальше вяжу лицевыми петлями до конца ряда. Это 8 лицевых петель. Крючком вытягиваю петлю с кромочной, подхватывая за обе стенки. Теперь у меня в работе 10 петель. Работу поворачиваю на изнаночную сторону. Изнаночный ряд. Первую поднятую петлю провязываю изнаночной петлей. Буду теперь все первые петли провязывать или изнаночной, или лицевой петлей. Остальные петли в ряду, 9 петель, вяжу изнаночными петлями. Вязание поворачиваю и с лицевой стороны крючком подхватываю одну петлю с кромочной. Одеваю ее на крючок. Следующий лицевой ряд. Первую поднятую петлю вяжу лицевой петлей. Потом 10 петель лицевыми петлями. Поднимаю с кромочной одну петлю. На спице у меня 12 петель. Вязание поворачиваю. Первую поднятую петлю вяжу изнаночной петлей. Буду поднимать петли с кромочных до тех пор, пока не будет первоначальное количество петель. Это 27 петель. Закончила набирать петли с кромочных на лицевой стороне.
Перехожу теперь вязать белой нитью. Первую петлю вяжу лицевой. Первые петли всегда провязываю, а не снимаю. Далее вяжу белой нитью 24 лицевые петли. Не довязываю до конца 2 петли. Это будет только первый ряд лицевой. В следующем ряду буду начинать вязать рисовой вязкой. Количество петель на спице должно оставаться постоянным – 27 петель. Убавляю петли тем же способом, что и ранее, провязывая по 2 петли вместе в конце каждого ряда. Также поднимаю петли из кромочных за обе стенки. Это для того, чтобы не было больших отверстий. Вязание поворачиваю на изнаночную сторону. Первая петля изнаночная. Далее 24 петли рисовой вязкой. Две последние петли провязываю вместе лицевой. Повернула вязание на лицевую сторону. С кромочной вытянула одну петлю. На спице стабильно 27 петель. Вытягиваю петли с двух сторон всегда только на лицевой стороне. На изнаночной стороне провязываю 2 петли вместе, но добавляю петлю уже на лицевой стороне. Последние 2 петли вяжу лицевой за заднюю стенку. С кромочной вытягиваю одну петлю. Одеваю ее на спицу. Работу поворачиваю на изнаночную сторону. Продолжаю вязать рисовой вязкой. Последние 2 петли вяжу вместе лицевой петлей за заднюю стенку. Работу поворачиваю на лицевую сторону. Вытягиваю с кромочной одну петлю. Таким образом, присоединяю ранее связанную часть носка к новой, которой вяжу сейчас. Провязала последний ряд. Теперь надо вязать узором резинка. Первая петля кромочная. В этом ряду ее не снимаю, потому что подняла ее с кромочной. Вяжу ее лицевой петлей. Следующая петля изнаночная. Лицевая петля. Вяжу резинкой 1 на 1. Одна лицевая, одна изнаночная. Соединять ее с ранее связанной частью не буду. В конце ряда последняя петля кромочная, изнаночная. Вязание повернула на изнаночную сторону. Первую петлю сняла. Далее над лицевыми петлями вяжу лицевые петли. Над изнаночными изнаночные петли. Последняя петля изнаночная кромочная. Таким образом, поворотными рядами без соединения надо связать
34 ряда узора резинки 1 на 1. Теперь буду закрывать петли. Первую петлю снимаю, вторую вяжу изнаночной петлей. Протягиваю снятую петлю через провязанную. Следующая петля у меня лицевая петля. Вяжу ее. Протягиваю ранее провязанную через новую петлю. Далее опять изнаночная петля. Протягиваю лицевую петлю, которую провязала, через изнаночную. Так повторяю, пока не закрою все петли в ряду. На спице осталась одна петля. Крючком ее затягиваю, закрепляю воздушной петлей. На другой стороне также крючком соединяю две стороны и закрепляю. Соединять две стороны резинки буду крючком 1,75. Поднимаю внешнюю кромочную петлю на одной части, потом внешнюю кромочную на другой части и провязываю полустолбиком без накида все 3 петли, которые у меня на крючке. Повторяю. Беру по одной ниточке. Вы можете не соединять крючком, а просто две стороны сшить. Теперь соединяю вторую сторону. Важно делать соединение со стороны резинки, которая на передней части. Первую сторону я начинала соединять сверху, вторую буду снизу. Соединила две стороны. Этот мастер-класс подойдет для тех, кто не любит вязать на 5 спицах. Спасибо за внимание. До новых встреч. Жду вас в следующем видео.